Приветик, ребята! Ну что, давайте начнем нашу последнюю тренировку из комплекса Go to Slim. Вам понадобится скакалка, гантельки и водичка. Поехали! Давайте начнем нашу разминку. Сделаем глубокий вдох и выдох. Встали ровненько и начинаем разминать шею. Сегодня мы должны поработать с вами на славу. Сегодня последняя тренировочка, так что я очень надеюсь на вашу работу, что вы будете делать все за мной, повторять за мной, и у нас, конечно же, все получится. Разминаем шею. Отлично. Теперь руки. Прямые. Стали пошире и вращаем тазом. Отлично. Руки перед собой и теперь вращение корпуса. В другую сторону. Больше наклоняемся в стороны, назад, вперед. Тянемся в сторону. Добавляем руку. Не забываем, что сегодня у нас больше кардио будет, и тренировка будет сложнее, чем остальные. Я вас немножечко так подбадриваю. Тянемся в другую сторону. И вторая рука. Умнички. Глубокий вдох. И выдох. Делаем выпад. Правая нога впереди, левая прямая сзади. Растягиваемся. Поворот. Держимся в таком положении. Отлично. Руки наверх и тянемся назад. Встали и делаем выпад на левую ножку. Спинка прямая. И делаем поворотик. Растягиваем спину, ноги. Руки наверх и тянемся. Держим равновесие. Отлично. И встаем. Теперь делаем выпад в сторону и в другую. В сторону и в другую. Касаемся рукой к полу. Растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Подготавливаемся к кардио. Задержались, подняли носок вверх и растягиваем ножку. В другую сторону. Молодцы. Встаем, ноги вместе и крутим коленами. По часовой и против. Теперь каждой ногой.
и вторая. Отлично. Сделали глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох и выдох. Давайте приступим к первому кардио упражнению. Немножечко отдохнув, мы делаем прыжки с ударами. Нечто похожее, что мы делали, как прыжки звездочки, но просто здесь расставляем руки в стороны. Чуть попозже сейчас попрыгаем и немножко изменим их. Сейчас мы руки просто выставляем вперед. Ноги тоже идут в стороны. Делайте удары четкими. Отлично. И теперь руки у нас идут к себе и вперед. Ноги тоже двигаются в центр и вперед выставляются. И назад одна идет. И потом мы их сменяем. Главное все делать энергично, веселее. При ударе выдох. Еще. Есть. Остановились. Отдышались немного. Дышим. Пьем воду. И давайте приступим к нашему первому упражнению. Берем коврик. И сейчас по традиции будем работать на пресс. Я тут придумала такое интересное упражнение. Как мне кажется, оно очень хорошо прорабатывает наш пресс. И давайте мы его сделаем сейчас. Что-то похожее мы делали, но опять же давайте немножечко усложнять. Руки подняли наверх, ноги выпрямили. И теперь мы одновременно поднимаем руки и одна нога, потом вторая. Так мы делаем 8 раз. Выдох наверху. И теперь 8 подъемов ног одновременно. Причем ноги поднимаем мы прямые. И старайтесь их как можно выше поднять, чуть ли не попу поднимая. Идет хорошее скручивание, хорошая работа пресса. Тоже 8 раз. И теперь опять 8 раз ноги у нас поднимаются по очереди. Потом опять 8 раз ноги прямые. И на этом мы заканчиваем. Сейчас посмотрите как. Опять 8, 2, 3, 4, 5, выдох еще, 6, 7 и последний 8. Держимся. Задержали ноги, держим их, пресс напряжен, терпим. И сейчас мы медленно будем опускать ноги, но еще держимся. Я знаю, что очень тяжело, но давайте постараемся. Начинаем медленно опускать. Очень-очень медленно. Опускаем, 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 не бросаем. И есть. Умнички. Это было отлично. Не забываем, что у нас 2 подхода к упражнению. Пока мы убираем коврик. И сейчас сделаем второе упражнение. Давайте немножко отдохнем. Вдох и выдох. Итак, второе упражнение у нас будут прыжки-выпады. Мы делаем обычный выпад и прыжком меняем положение на другую ногу. Следим за коленом здесь. Слишком высоко не прыгайте, но так, чтобы вы смогли примерно знать, что у вас колено встанет в то же самое положение. Не слишком острое, да? Не забываем про это. И энергичней, да, руки держите перед собой и прыжком можете как-то помогать, поднимать себя вверх, чтобы вам было удобно. Есть.
Вроде бы, да, что там сделать, попрыгать, но на самом деле очень и очень неплохо. Отдыхаем. Вдох, выдох. И давайте брать нашу скакалку. Сегодня мы уже 100 раз прыгать будем. Да, на первой тренировке в понедельник мы прыгали 50, потом в среду 75, а что ж, логично, что мы сегодня будем прыгать 100 раз. Поэтому поехали. 100 прыжочков со сменой ног. Стараемся не сбиваться. Я думаю, за 4 недели мы еще, ой-ой-ой, как научились прыгать на скакалке. Давайте еще, не останавливаемся. Прыгаем, держим темп. Есть. Остановились. Ну что, это было неплохо. Отлично. Давайте отдохнем хорошенько. Вот это я понимаю. Действительно, кардио, сочетание вместе с силовыми упражнениями – это самый лучший вариант для похудения, для укрепления ваших мышц одновременно, чтобы у нас ничего не болталось после похудения. Поэтому это самый лучший вариант. Вдох и выдох. Умнички. Возвращаем наш коврик и давайте опять вернемся к нашей 8 на пресс, как мы это делали в начале. Ложимся. Получается у нас в сумме 32 повторения. Отдохнули. Выпрямили ноги и руки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И прямые ноги. 1, 2, выдох. 3, 4, выше ноги. 5. Держимся. 6, 7, 8. И теперь по одной ноге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последний раз 2 ноги. 1, 2, терпим. 3, 4, 5. Еще 6, 7. И последний 8. Держимся. Держимся. Я знаю, очень печет, но держимся. Если шея болит, тяжело держать шею, то можете руки за голову поставить. Но главное ноги не опускать. Теперь потихонечку опускаем их. Пресс держим в напряжении. Поясница прижата. Медленно, 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 медленно. И есть. Остановились. Молодцы. И встаем. Встаем, убираем коврик в сторонку. Немножечко отдыхаем. Вдох. Выдох. Вдох и выдох. И давайте вернемся к нашим выпадам, прыжкам. Делаем выпад. Руки перед собой и прыжок. Прыгаем до посинения, хотела сказать, до боли в мышцах.
каждого своя выносливость. Но я уверена, что за 4 недели, если вы работали вместе со мной, не жалели себя, то ваша выносливость гораздо лучше стала. Вы больше можете сделать повторений. Я это точно знаю, потому что и моя выносливость становится лучше. И ее нужно постоянно тренировать. Это не значит, что вы выполнили этот комплекс 4-недельный и можете отдыхать, месяц-два не заниматься. Если вы опять вот, все, остановились, да? Отдыхаем. В общем, если вы опять начнете заниматься после большого перерыва, конечно, ваша выносливость упадет. Поэтому выносливость нужно всегда поддерживать. Иначе никакого прогресса не будет в тренировках. Отдыхаем. Вдох, выдох. Давайте сделаем наше главное кардиоупражнение. Немножечко отдохнув. И мы становимся в планку на вытянутые руки. И касаемся рукой к плечу. Мы уже с вами делали это. Давайте сделаем 40 раз. Корпус держим ровный. Энергичней. Да? Поднимаем руку. Напрягается пресс, руки. И теперь стоим. Стоим и держимся в планке. У нас сгорают жировые отложения. Статическое напряжение — это лучшее тоже. Лучше для жиросжигания. Лучше для вас. Держимся до последнего момента. Когда уже ноги трясутся, уже хочется кричать, но держимся. Еще, еще, еще. И все. Есть, отдыхаем. И встаем. Сделаем глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Пьем водички. Немножечко отдохнем. И давайте приступим к нашему следующему упражнению. Берем гантели и будем выполнять подъемы рук по очереди в начале, в первом подходе. Мы одну руку поднимаем на бицепс и выводим ее перед собой. И в обратном положении у нас она идет обратно. И потом вторую руку то же самое делаем. Поднимаем, переворачиваем гантель и прямо выводим перед собой. В принципе, ничего сложного, главное держать ровные линии. Все делайте ровненько, четенько, как положено. Выдох. Вернули. Вдох. Поначалу кажется упражнение легким, но мы работаем на количество повторений. Во втором подходе мы будем усложнять это упражнение. Также подбирайте гантели, подходящие для вас весом, чтобы при последних повторениях, а в данном случае мы делаем где-то 25 повторений, при последних 5 повторениях вам уже давалось действительно тяжело. Я еще раз повторяю. Еще работаем. Давайте еще немного.
Есть. Молодцы. Отдыхаем. Расслабим руки. Вдох и выдох. Сейчас приступим ко второму упражнению. Немножечко отдохните. И следующее упражнение у нас приседание со скручиванием. Ноги пошире, руки наверх. И при вставании мы поднимаем колено, и корпус у нас скручивается по направлению с коленом. Что-то похожее мы делали, но руки мы здесь поднимаем. Из-за предыдущего упражнения нам становится тяжеловато их держать вверху. Я надеюсь, вы уже начали это чувствовать. И, кстати, у нас сушатся ручки здесь. Ну и, конечно же, работает попа, ножки. В принципе, при приседаниях это естественно, да? Поэтому работаем. 30 повторений. Ногу поднимаем повыше. Коленом касаемся к локтю. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Садимся пониже. И поднялись. Молодцы. Да, отличная работа. Отдыхаем. Ну что, теперь давайте возьмем нашу скакалку и опять сделаем 100 прыжков со сменой ног. Проверили свои шнурочки и поехали. Кстати, напишите в комментариях о своих впечатлениях о скакалке. Вот если честно, после этого комплекса я просто стала обожать скакалку. Мне настолько легко стало прыгать на ней. Я раньше не могла толком 10 раз пропрыгать. А сейчас, конечно, намного лучше получается. Ну, конечно, когда устаешь, бывает сбиваюсь, но здесь ничего страшного нет. Мы не отдыхаем и сразу же начинаем повторять. Работаем, прыгаем. Отлично, молодцы. Остановились. Отдыхаем. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Перевели дыхание. И давайте вернемся к нашему упражнению для ручек. Сейчас мы будем делать это все одновременно, двумя руками, поэтому нам будет гораздо тяжелее. Вы это сейчас почувствуете. Мы одновременно сжимаем ручки на бицепс и выводим их вперед. Выдох. Гантельки оказываются на уровне глаз. Чувствуется, что гораздо тяжелее, правда, чем мы это делали одной рукой. Уже сейчас вам должно тяжело быть.
Если нет, то делайте больше раз, чтобы было тяжело. И еще. Отлично, молодцы. Отложили гантели, отдохнули. Перевели дыхание, потянули руки. И поехали. Наше второе упражнение. Сейчас сделаем. Становимся пошире, руки наверх, присели и скрутились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ниже, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, еще 21, 22, руки не опускаем, 23, 24, 25, 26, еще 27, 28, 29 и последний 30. Умнички. Молодцы. Отдыхаем. Руки болят, ноги болят уже. Вдох и выдох. Я уже устаю. Вдох и выдох. Что, давайте сделаем кардио. Это мои ненавистные, я их не люблю, но нужно делать. Прыжки бурпи. Становимся, выпрыгиваем в планку, ноги обратно и прыжок наверх. Очень эффективное, я не поспорю, упражнение кардио. Но я его почему-то не очень люблю, если честно. Потому что оно действительно требует очень много энергии. Если у вас маленькая выносливость, то слишком много вы не сделаете таких прыжков. Но стараемся по полной работать. Также старайтесь корпус держать ровным в планке и попрыгивать повыше. Сделайте прыжков хотя бы 10, 15 будет вообще супер. Молодцы. Отдохнули. Очень энергоемкое упражнение. Поэтому считается, мне кажется, одним из лучших из видов кардио. Пьем водички. И немножечко отдыхаем. Вдох и выдох. Ну что, давайте приступим к последней третьей двойке. Упражнение тоже будет связано с прессом и с руками. Я хотела вам сегодня дать немножечко больше пресса, потому что многие говорили много рук, много ног, а вот пресс нам больше подавай пресса. Получайте. Так мы ложимся. Руки у нас за голову, поднимаются с гантелью. И поднимаем ее вверх и обратно. Возвращаемся. Поднялись, вверх точка, перед собой, опять вверх и опустились. Такой маятник делаем, да? Получается, когда мы поднимаемся с гантелью, у нас работает пресс. Потом, когда мы опускаем гантель и поднимаем, работают руки. Дельтовидные мышцы рук, плечи. Делаем выдох. Наверху. Выдох. Опустились, вдох.
Поднялись. Выдох. Выдох. Опустились. Вдох. Спинку держим ровную. Руки тоже ровные. 15-20 повторений. Работаем до жжения. Хочу сразу предупредить, что гантель никак не будет влиять на ваш пресс. У вас он не будет кубами, не бойтесь. Если одно упражнение такое с небольшой гантелькой, там 3-5 килограмм максимум, мы сделаем раз в 4 недели, ничего не будет ужасного с вашим прессом. Поэтому сразу хочу предостеречь вас, не бойтесь этого. Тем более в таком виде, как мы делаем это упражнение. Выше поднимаем гантель и осторожненько возвращаемся обратно. Медленно, да? Опустились сами и потом опускаем гантель. Причем, как видите, гантель на пол мы не кидаем, чтобы пресс у нас не расслаблялся. В общем, упражнение, да, универсальное. Отлично. Мы сейчас садимся на коленки, немножечко отдыхаем и сразу же потом приступим ко второму упражнению. На грудь. Отдыхаем. И следующее у нас упражнение будут отжимания с широкой постановкой рук. Отдохнули. И садимся. Отжимаемся от колен. Руки пошире, поэтому у нас будет больше работать грудь. Корпус держим ровным. И поехали. 20 повторений. Выдох наверху. Расставьте руки шире, чем коврик. Опускаемся ниже. Локти смотрят в сторону. Есть. И потянулись. И убираем коврик в сторону. Глубокий вдох и выдох. И давайте немножечко отдохнем. Сейчас мы возьмем с вами скакалку. И опять сделаем последний уже на сегодня. 100 прыжков. Поехали. Работаем, не останавливаемся, держим дыхание ровным. Лично мне удобно прыгать на носок, немножечко отходить прыжком. Вот я немножечко сбилась сейчас, но опять возвращаемся. И вот так мне удобно прыгать. Я не знаю почему, но мне лично так удобнее. Видимо, с детства как-то такая привычка. Поэтому работают здесь и ноги, и икры. И, в принципе, это же кардиоупражнение. Работает все тело, пресс напряжен. Универсальное кардиоупражнение, которое я советую всем выполнять. И ни в коем случае не бояться, что у вас вырастут огромные накачанные ноги. Это самая большая глупость. Есть. Молодцы. Отдыхаем от скакалочки. Давайте переведем дыхание. Вдох.
и выдох. Еще раз вдох и выдох. Ну что, давайте вернемся к нашему упражнению на коврике. Берем одну гантельку. Ложимся на коврик, гантель за голову. Ноги могут быть полусогнутые. Отдышались. И поехали. Подняли вверх, перед собой, вверх и опустились. Еще работаем. И последние разы. Есть. Отдыхаем. Расслабили руки. И встаем. Садимся на колено. Немножечко отдохните. Давайте мы должны это, доделать нашу тренировочку. И становимся. Руки пошире, на коленках. И начинаем опускаться. Раз, выдох. 2, 3, 4, ниже. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, еще 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Молодцы, потянулись, отдыхаем. Расслабляемся и убираем наш коврик. Что, давайте немножечко отдохнем. Нам осталось сделать последнее кардиоупражнение. И потом наша последняя заминка. Итак, мы делаем прыжки с высоким подниманием пяточки кверху и прыжок. Бежим, бежим, бежим. Раз 10. И прыжок. Касаемся потом коленом к рукам. И прыжок. Повыше прыгаем. Пятки касаются к ягодицам. Прыжок. Еще бежим, бежим. Прыжок. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Прыжок.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Прыжок. Молодцы. Остановились и отдыхаем. Наконец-то. Вдох и выдох. Пьем водички. И наконец-то давайте сделаем нашу заминочку. Наконец-то расслабимся после 4 недель работы над собой. Вдох и выдох. Растягиваем шею, осторожно тянем ее в сторону. Все делаем медленно. В другую сторону. Вперед. И назад. Тянем руку в сторону. Нос почешем и руку в другую сторону. Теперь локоть назад, растягиваем трицепс. И другая ручка. Молодцы. Руки в замок, грудная клетка вперед. Лопатки сведены. И ручки наверх. Стали пошире, наклон в сторону. Добавили вторую руку. Наклоняемся в другую сторону. Молодцы. Сделали шаг шире. Наклоняемся вперед. Округлили спину и встали. Выпрямили плечики. Округлили. Встали. Разминаем спину. Расслабляем ее. Выставляем грудь вперед. Сводим лопатки. И теперь просто наклоняемся вперед и растягиваемся. Наклоняемся к каждой ноге. В центр. И встаем. Осторожненько. Вдох и выдох. Вдох, выдох. Вдох и выдох. Отлично. Сделаем выпад. Остановились, руки назад, тянемся, задержались, как можно дальше оттянулись, опустились вниз, опустили колено и подтянули ногу к себе. Держим равновесие.
Отлично. Встаем, меняем положение на другую ножку. Руки наверх, тянемся. Опускаемся вниз медленно. Опустили колено, подтянули ногу. Умнички. Встаем, вдох и выдох. Выпад в сторону, носочек смотрит вверх, опускаемся как можно ниже. На другую сторону. Растягиваемся. И еще раз. Встали в центр. Вдох. Стянули ножки вместе. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. Ну что, ребят, вот и закончился наш комплекс тренировок Go to Slim. Я очень-очень благодарна вам, что вы были во время тренировок вместе со мной. Я действительно это чувствовала, и каждая ваша поддержка для меня была очень-очень важна. Я очень надеюсь, что у вас есть результаты, а если вы соблюдали правильное питание и регулярно занимались, не пропускали ни одной тренировочки, они у вас 100% должны быть. Пишите о своих результатах, о своих впечатлениях, эмоциях по поводу этого комплекса в комментариях. Мне будет очень-очень-очень интересно почитать все ваши отзывы. Также хочу сказать тем, кто только начал заниматься по этому комплексу: запаситесь терпением. Комплекс нелегкий и совсем не New Body. Кстати, хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые возникали по ходу всего комплекса. Чем отличается New Body от Go to Slim? New Body совершенно другая программа. О ней я рассказывала в самом начале. Это для новичков. Go to Slim, как вы поняли, с тех, кто прошел и кто проходил New Body, это совершенно разные вещи. Go to Slim это очень-очень тяжело. Во-первых, мы постепенно усложняли, как вы видите, первая неделя была легкая, вторая такая средняя, в третьей неделе мы вообще целый час занимались и добавляли больше кардио. Кстати, в четвертой мы добавляли больше кардио. Так что, видите, тут совершенно другая нагрузка, поэтому смотрите по своей выносливости, по своему состоянию, смотрите сами, что вам подходит больше. Тем, кто уже прошел этот комплекс, я посоветую все-таки недельку отдохнуть от такого темпа, потому что целый месяц мы с вами очень-очень хорошо работали. В эту неделю вы можете просто последить за своим питанием, поделать какие-то легкие растяжки, какие-то утренние зарядки, в общем, что-нибудь легкое. И потом по новой начинать этот комплекс тренировок. И смотрите здесь опять по своему самочувствию, по своим впечатлениям. Если вам легко даются упражнения, вы можете как-то их немножечко усложнять, добавлять какой-то больший дополнительный вес, или же делать больше подходов к упражнениям, повторов. Следите за своим организмом, он вам подскажет, как усложнять эту тренировку. А теперь я буду встречаться с вами в других видео канала T-Gym по вторникам и пятницам. Всем удачи и пока!